Здравствуй, это Сахар. Я опять наткнулась на что-то интересное. И в этот раз это будет Кьюби. Это персонаж некого шоу. У него есть два канала. Первый канал на Ютубе и второй канал на ТикТоке. Это такая новая и интересная штука, о которой я постараюсь показать вам с разных сторон. И надеюсь, он вас заинтересует. Стопудово заинтересует! Вот как выглядит его канал на Ютубе. Сразу зачитаю вам описание, чтобы вы понимали, о чем я вообще говорю. Исследуйте мир вместе с Кьюби и узнавайте о таких захватывающих вещах, как цифры, алфавит, формы, звуки и многое другое. Кьюби учит всех, как получать удовольствие и выкладываться на все 100. Что такое формы? Сколько там цифр? Каков ваш домашний адрес? На это и другие вопросы ответит ваш приятель Кьюби. Кьюби не создан для детей. Кьюби не создан для детей. Кьюби создан для детей. Кьюби создан для детей. Кьюби создан для детей. И если вам 6 раз не было достаточно, то повторюсь в 7-й раз. Контент не детский. Для того, чтобы сократить мое и ваше время, я буду одновременно сравнивать вам его видео в ТикТоке и его видосы на Ютубе. Окей, договорились. Пока что на Ютубе вышло только 6 серий, и я их для вас перевела. Давайте же посмотрим, чему будет нас учить Кьюби. Эй, ребята, меня зовут Кьюби, и сегодня мы будем изучать цифры и числа. Это цифра 1, затем это цифра 2, она идет после единицы. И вот это цифра 3. Вот это цифра 4, это цифра 5, это цифра 6, это цифра 7, а это цифра 8, это цифра 9, и, наконец, у нас есть число 10. Я люблю цифры, а ты? О, это хорошо. Ты хочешь знать мои любимые цифры? Они написаны на одной из таких. Вы когда-нибудь видели такие? Это называется кредитная карта. Принеси ее сюда. Можешь прочитать эти цифры на передней части? Да. Можешь прочитать для меня цифры под ними? А теперь переверни их. Можешь для меня прочитать эти 3 цифры? Вау, ты проделала такую потрясающую работу. Увидимся в следующий раз. Пока. Какой Кьюби милашка. Просит нас прочитать все циферки с кредитной карты наших родителей, чтобы проверить, усвоили ли мы урок. Так мило. Здорово, правда? В ТикТоке под первой серией у него есть описание, которое переводится как: следите за новостями, ведь в следующем выпуске Кьюби мы изучим азбуку. Микаэла Экинс. Возраст 3 года. Последний раз видели в розовой футболке и джинсовых шортах. Причем тут девочка? Давайте тогда посмотрим следующую серию. Эй, ребята, меня зовут Кьюби, и сегодня мы будем изучать алфавит. This is letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Я люблю буквы. А ты? Это хорошо. При помощи букв можно составлять слова. Позволь мне показать свои 2 любимых слова. Мои 2 любимых слова это... Теперь ты знаешь алфавит. Увидимся в следующий раз. Пока! Как вы уже заметили, с каждой новой серии становится больше пролагов. Мы теперь четко видим, что Кьюби — это 3D-фигурка.
И какие-то постоянные 25-е кадры, которые все больше раскрывают нам сюжет. Но об этом мы поговорим в конце. Качество третьей серии ухудшилось до той степени, что нам еле ясны слова Гюби. Но зато они добавили субтитры. Вы же изучили алфавит? И теперь можете читать. О каких темах вы хотели бы узнать в следующий раз? Вы заметили некоторые из любимых вещей Губи? Между третьей и четвертой серией есть вставка маленького мультика. Сюжет этой короткометражки тоже крайне странный. Зубы с кариесом во главе какого-то странного черного существа пытаются скормить здоровому зубу сладости. Он отказывается, говоря, что больше не хочет. Из-за этого эта черная дрянь достает машину и перемалывает этот зуб со словами «получи-ка это!». И после этого сразу же начинается четвертая серия. В четвертой серии постараются исправить ошибки предыдущей части. И теперь фразы Гюби более-менее понятны. Пока нам дают небольшую паузу, предупрежу, что у нас появляется третий персонаж. Это ребенок за экраном, который смотрит это шоу. И что мы с вами в детстве делали, когда смотрели похожее шоу? Контактировали с ними. А что сделает Гюби, когда ему ответят? Фигура? Моя любимая фигура это... My favorite shape is a circle. Пауза. Да, Гюби дает звезды. Что же сказал Гюби? Хорошо, что эту загадку очень легко решить. Здесь мне всего лишь, слава богу, пришлось переставить буквы местами, и я получила фразу. Готовьтесь, мы сделаем еще несколько пауз. Я ловлю себя на том, что поглощен мыслями о нем. Его выходки живо всплывают перед моим мысленным взором. Это имя вызывало в воображении образы смеха и радости, невинности и удивления. Это было воплощение самого детства, луч света в мире, потемневшем от цинизма и сомнений. Это кот, а это пес, это корова, а это
Фи. Он был проявлением моих собственных желаний и устремлений. Существом, которое произвело себя на свет, посеяв семена творчества в духовную почву моего разума. В глубине души я знаю, что это он дергает за ниточки, вплетая себя в ткань моей реальности, пока я не могу вспомнить время, когда он не был частью меня. Я люблю животных. А ты? Yes. О, это хорошо. Хочешь увидеть мое любимое животное? Это один из них. Ты когда-нибудь видел таких? Это называется... Люди тоже животные. You're not animals. У всех животных есть зубы. Я был всего лишь сосудом, каналом, через который это загадочное существо по своей воле появилось на свет. На Ютубе все заканчивается на этом. А вот в ТикТоке есть еще 2 части. В этом видео не происходит ничего, кроме субтитров, которые я не могу расшифровать. 7-я серия гласит: «Отправь это маме и ничего не говори». И у нас появляется новый персонаж. Эй, ребята! Меня зовут Кьюби, и сегодня мы будем изучать звуки. Это птичка. А это машина. Это пианино. А это собака. Это самолет. А это... Дальше смотреть нет смысла, потому что оно пролагивает и идет очень долго. Хотя прямо на видео написано «подождите до конца», но в конце ничего не происходит. Они то пролагивают, то опять молчат. Ничего не происходит, я ничего не увидела. Но вот что мы с вами точно заметили, и то, что мы с вами обязаны разобрать, это те 25-е кадры, о которых я говорила в самом начале. Они были показаны на протяжении всех серий. К сожалению, большинство из них не имеет значения. Например, вот это. Я подумала, что я здесь увидела азбуку Морзе, но, к сожалению, я не смогла разобрать ничего. Возможно, это просто плохая запись, или моя ранняя деменция, без понятия. Но вот то, что нам показывают дальше, я смогла точно разобрать. Существует 2 кода доступа. Первый переводится как «он не тот, за кого себя выдает». Второе. Детей охватила паника. Их крики потонули в какофонии его леденящей душу мелодии. Их надежда на спасение таяла перед лицом непродолимого ужаса, который, казалось, зажил своей собственной жизнью. Как вы уже заметили, упоминается 3 детей. Первая — это Микаэла Эйкинс, ей 3 года, и последний раз ее видели в розовой футболке и джинсовых шортах. Второй — Эндрю Коннор, 4 года. Последний раз его видели одетым в серую толстовку и черные брюки. И последняя — это София Энтони. Ей 9 лет, и в последний раз ее видели в доме ее отца в синей футболке и коричневых брюках. А в субтитрах написано следующее: «Не смотри ему в глаза, не слушай, что он говорит, не доверяй ему, он лжет, он лжет, он лжет». Также мы можем увидеть текст, который полностью звучит так: Эем явился нам в виде горящего куста и сказал, что мы можем убить птицу-ураган, если захотим есть. Это стих, и он взят из научно-фантастической книги Харлана Эллисона «У меня нет рта,
и я должен кричать. В этой книге рассказывается о взаимоотношениях между человечеством и техникой, особенно о человечестве под властью машин. Ближе к концу книги Тед, то есть один из главных героев, объединяется с АМ после того, как остальные ушли, чтобы убедиться, что он не сможет покончить с собой. Он останется аморфным сгустком, жалким подобием своего прежнего «я», обреченным прожить остаток своей жизни в муках. В этих 25-х кадрах мы могли видеть не только детей. Я четко видела образ мужчины очень много раз. Вот он. И эти строки, которые я вам зачитывала, принадлежат ему. Как мы видим, он взаимодействовал с детьми. Что же с ним такое произошло, что он позволил проявиться в себе такому существу, как Гюби, которого он описывает, чувствовать такую ненависть к детям, с которыми ранее общался, и создать это шоу, чтобы этими же детьми пользоваться. Те пропавшие дети исчезли по его вине. Все, о чем он нам говорит. Крики детей, детский шантаж, когда он просил у нас карту, зуб, который отказывался от сладостей. Вполне возможно, что таким способом он детей и воровал. Сгнившее яйцо, постриженные ногти, собака, пластик и все остальное, что упоминал Гюби, вполне возможно, что это находится на самом месте преступления. Возможно, в том же самом доме того человека, который все это делает. Достаточно ли мне сведений, которые дал нам Гюби в каждой из серий, чтобы построить уже сюжет? В принципе, да. Теперь я тоже стала фанаткой Гюби и буду учиться вместе с ним, а также изучать это дело о пропаже детей и узнавать новые факты о личности этого мужчины. Вот!